Zeichen stehen auf Sturm. Пока что все свидетельствует о приближающейся буре. У меня вызывает большую озабоченность. Вообще, впервые я беспокоюсь о мире в Европе, и это уже не шутки. С германской и французской стороны, и можно было это увидеть на Мюнхенской конференции, были попытки вести такие четкие разговоры с Россией, с Китаем. Но в НАТО есть фракция, которая состоит из некоторых центральноевропейских, восточноевропейских стран, в частности Польши. Мы слышали от польского президента то, что он сказал на конференции. Они не хотят говорить о Сирии, они хотят перенести снова основной конфликт на Украину. И если бы все зависело от него, он бы начал снабжать и поддерживать Украину именно оружием для того, чтобы на востоке Украины сразу можно было бороться против пророссийских повстанцев. С моей точки зрения, это чрезвычайно опасно. И это ответ на тот вопрос, почему Германия реагирует по-иному, чем при Шрёдере. Тогда еще они не так были увязаны на эти проблемы. Но там могут вот эти меньшинства, которые сформировались в НАТО, их нужно тоже учитывать. Но центральноевропейские страны, с своей точки зрения, это не только президенты этих стран, и вопрос тоже в адрес России, это те страны, они ощущают себя в состоянии войны с Россией. Это просто поджигательство войны. Америка, я думаю, конечно, хочет сохранить контроль над однополярным миром, это понятно. И, конечно, не хочет согласиться со статусом России, но возникает вопрос, что может сделать Америка для того, чтобы помешать такому ходу событий. Американские кандидаты в президенты в ходе предвыборной кампании, удивительно просто, насколько антироссийский тон там звучит. И это можно было еще слышать в конце года, что в меня вселяет большую неуверенность. Это роль генерального секретаря НАТО. Он говорит ведь не от своего имени, он говорит от имени большинства членов НАТО. Но Александр Ной, как депутат, задал ему хороший вопрос в начале конференции. Он сказал: как дело обстоит с противоракетной обороной? Ведь это было направлено против Ирана. Сейчас Иран делает то, что хочет Запад, свернул свою ядерную программу. Будем ли мы продолжать создавать в Европе противоракетную систему? И Стольтенберг на это ответил очень цинично: новый враг — это Россия, и мы будем строить эту противоракетную оборону. И возникает этот вопрос: откуда это все проистекает? Почему так говорит? Почему не работает Совет России-НАТО, о чем где можно было бы это обсудить? Теперь НАТО и Турция, и 5-я статья. Для НАТО, конечно, нет смысла ее пользоваться, но это означает, что любое высказывание последних 20 лет против России, когда говорилось НАТО, это не враг России, она обеспечивает безопасность Европы, от НАТО не исходит опасности, а вот этот конфликт с Турцией — это серьезная опасность. И вот эта война в третьем мире очень может быстро трансформироваться. Если бы Россия не пошла в Сирию, то, на мой взгляд, это чисто мыслительное упражнение, и НАТО делало бы то, что она уже сделала в Ираке, в Ливии, в Египте и в конечном счете на Украине, сместив Януковича. Они бы не смирились с Асадом.